В истории США есть несколько брендов, имеющих статус не просто торговой марки, а практически столпа американской культуры. Это Ford, это Levi Strauss, и это Brooks Brothers. Бренд, который одевал 39 из 44 американских президентов, включая Линкольна и Кеннеди в день их гибели, а также Энди Уорхола, Грейс Келли, Аль Капоне, Кларка Гейбла, Джанни Аньелли, Леди Гагу и еще тысячи звезд и знаменитостей. Не так давно этот великий бренд отметил свой 200-летний юбилей и чуть было не перестал существовать. Как это получилось? Попробуем разобраться. История Brooks Brothers началась в апреле 1818 года. Тогда бизнесмен по имени Генри Сэнди Брукс купил за $15 тысяч магазин на углу двух манхэттенских улиц и основал фирму по пошиву и продаже одежды. Генри был по меркам того времени уже не молод, 45 лет, но с самого начала занялся новаторством. Например, он нанял в основном женщин, хотя раньше пошивом мужской одежды занимались только мужчины. Мужчинам портным Генри оставил только работу над сложными предметами – пальто и сюртуками. Одежду он делал самую разнообразную – от бушлатов и рабочих блуз до дорогих пальто. Качество было высоким, но за счет использования недорогих тканей цены получались ниже, чем у конкурентов. Бизнес быстро начал приносить до $50 тысяч в год, и Брукс смог открыть второй магазин в том же районе. После смерти Генри Брукса в 1833 году компания перешла к его сыновьям. Сначала старшему, тоже Генри, затем к 4 младшим, которые дали ей современное название – Brooks Brothers – братья Брукс. Тогда же на эмблеме бренда появилась овца, подвешенная на ленте. Символ не только старинного рыцарского ордена Золотого Руна, но и гильдии британских торговцев шерстью. Братья Брукс произвели переворот в индустрии. Они первыми на рынке начали продавать американцам готовую одежду. Тут сыграла роль золотая лихорадка в Калифорнии. Золотоискателям нравилась недорогая и прочная одежда Brooks Brothers, но у них не было времени ждать, пока им сошьют новые штаны по личной мерке. Одежда на приисках изнашивалась слишком быстро. Тогда братья начали предлагать готовые костюмы определенных размеров и сорвали джекпот. Себестоимость вещей упала, а цены можно было оставить те же. Вторым крупным успехом Брукс стала американская гражданская война. Братьям достались выгодные госконтракты на пошив обмундирования. Как и у многих армейских поставщиков тех лет, не обошлось без скандала. Brooks Brothers мало того, что продавал форму обеим сторонам конфликта, так еще и делал ее из всякой дряни. В основном из остатков от переработки шерсти. Такая ткань называлась шодди и очень быстро превращалась в лохмотья. Считается, что именно после войны слово «шодди» вошло в английский язык в значении «низкопробный». Впрочем, скандал не помешал Brooks Brothers заполучить статусных клиентов. Главным из них был президент США Авраам Линкольн. Можно предположить, что у Бруксов он одевался, чтобы показать свой демократизм. Мол, смотрите, ношу хорошую, но простую и не слишком дорогую одежду. Линкольн создал традицию. После него Brooks Brothers носили почти все президенты. Что, конечно, быстро превратило бренд из народного в элитарный. На вторую инаугурацию Brooks Brothers сшили Линкольну черное пальто с вышитым орлом и надписью «Одна страна, одна судьба». Именно это пальто было на нем 14 апреля 1865 года, в день его убийства. Существует легенда, что в память об этом трагическом случае компания до 2002 года не шила костюмы черного цвета. В остальном Брукс любили эксперименты с костюмами. Например, бренд еще в 70-х годах 19 века начал использовать сирсакер, такая хлопковая сжатая ткань из Индии, которая долго считалась пригодной только для рабочей одежды. Brooks Brothers сделали из нее элемент южного джентльменского шика. В начале 20 века Брукс подсадили модную американскую публику на другую индийскую экзотику – одежду в яркую мадрасскую клетку из хлопка и льна. Еще одна новация Брукс – пиджак с неподшитыми плечами на 3 пуговицах и прямыми широкими брюками. Символ американского стиля, известный нам всем по фотографиям гангстеров времен Аль Капоне и Лаки Лучано. Но главное изобретение Brooks Brothers – рубашка Oxford Button-Down. Однажды директор компании отдыхал в Англии и заметил, что игрокам в конное поло мешают воротники рубашек, которые поднимаются от ветра или при активном движении. Брукс нашли очевидное решение
пристегивающийся воротник. Еще бренд произвел на американском рынке фурор, впервые предложив мужчинам розовые рубашки. Или, например, создал культовую модель, перевернув в другую сторону полоски на британских полковых галстуках. Может сложиться впечатление, что Brooks Brothers только и делали, что нарушали традиции. Но это не совсем так. Их главным бизнесом всегда была классическая одежда. Их вещи носили Вудро Вильсон, Теодор Рузвельт, а Скотт Фиджеральд в своем дебютном романе «По эту сторону рая» упоминает Brooks Brothers как любимый бренд золотой молодежи. Дела шли хорошо. В 1915 году Brooks Brothers открывают штаб-квартиру и флагманский магазин в собственном 10-этажном здании на Мэдисон-Эвеню. Штаб-квартира обошлась в $750 тысяч, огромные деньги по тем временам. Кстати, именно в этот магазин 50 лет спустя устроится обычным продавцом Ральф Лорен. В 1945-м бренд поучаствовал в исторических событиях на высшем уровне. Все помнят знаменитое фото Черчилля, Рузвельта и Сталина с Ялтинской конференции. Но не все знают, что Рузвельт на этой фотографии одет в Brooks Brothers. Тут нужно отметить, что год спустя, в 1946 году, компания перестала быть семейной. Семья Брукс продала ее за $3 с небольшим миллиона корпорации, владевшей сетью универмагов. Новые хозяева занялись агрессивным маркетингом, и он сработал. После войны в университетах Лиги Плюща родился стиль преппи. Костюмы, рубашки, брюки, лоферы. Брукс были там чем-то вроде униформы для будущей элиты Америки. Джон Кеннеди стал поклонником Brooks Brothers еще в Гарварде. Бренд в значительной степени создал стиль молодого президента, а выиграть выборы Кеннеди помог именно стиль. На экране он смотрелся гораздо лучше, чем его соперник, одетый в мешковатые пиджаки из 30-х годов. По злой иронии, погиб Кеннеди тоже одетым в вещи любимого бренда. 22 ноября 1963 года в Далласе на нем был костюм от Brooks Brothers, темно-серый, шерстяной, на 2 пуговицах. Компания, как и в начале века, активно экспериментировала с одеждой. Например, она первой на американском рынке начала продавать шорты-бермуды, причем как мужские, так и женские. В 1953 году Brooks Brothers вместе с химической корпорацией DuPont создали сорочки из смеси хлопка и синтетического материала, которые не требовали глажки. В 60-е Brooks Brothers обзавелись еще одним преданным поклонником. Это был Энди Уорхол. Есть байка, что однажды он потратил весь свой гонорар на 100 одинаковых рубашек Brooks. 60-е по понятным причинам были не лучшим временем для классической одежды. Хиппи не очень любили костюмы. Но в Brooks Brothers переживали не сильно. Они считали, что через 10 лет молодые люди из богатых семей наиграются в свободу, займутся бизнесом и своей карьерой и все равно придут за костюмами в Brooks. Так, в принципе, и произошло. В 70-м у компании было 10 магазинов в США, в 80-м уже 24. Первый магазин за границей открылся в 1979 в Токио. На перспективный актив обратила внимание сеть универмагов Elite Stores и в 1980-м купила весь холдинг за $228 миллионов. Инвестиция оказалась очень выгодной. Всего через 8 лет Brooks выкупила британская компания Marks & Spencer уже за 750 миллионов. В Marks & Spencer решили легендарный бренд реформировать, вложили 7 миллионов в перезапуск флагманского магазина, поменяли линейку одежды и открыли первый аутлет. И, конечно, начали переносить производство в Китай и другие страны третьего мира. Эффект был, как обычно в таких случаях, парадоксальный. За первый год продажи выросли с 280 до 322 миллионов долларов, но вскоре прибыль начала стабильно падать. И к 1995-му дело дошло до миллионных убытков. Остановить падение пытались, сделав бренд еще более массовым. Магазины открывались с головокружительной скоростью. В Юго-Восточной Азии, в Европе, в международных аэропортах одна за другой появлялись линейки все более доступной одежды. В ход шли яркие цвета и дешевые ткани, вплоть до костюмов из синтетики по $300. Друзья, у меня в руках новый выпуск журнала «Чтиво», который мы посвятили ночи. Редакции стало интересно, а что, собственно, происходит по ночам? Так уж исторически сложилось, что ночь – это время вурдалаков, поэтов и лихих людей. Именно в эти часы можно увидеть мир настоящим, восхитительным и жутковатым. И найти ответы на множество интересующих нас вопросов. Кто написал «1001 ночь»? Кого боялись наши предки, когда заходило солнце?
как проходили главные вечеринки в истории человечества. Наконец, кто зарабатывает в темное время суток и чем по ночам живут мегаполисы. На обложке нового номера Константин Хабенский, один из главных актеров нашей страны. Мы обсудили, что происходит в театре по ночам и как театру соревноваться с другими современными развлечениями. Кроме этого, я взял интервью у вокалиста группы «Бонд с кнопкой». Часть интервью в журнале, часть интервью на сайте. Дальше мы пригласили колумнистов, которые вспомнили, как вели бизнес по ночам в 90-е и ответили, в частности, на важнейший вопрос – где и что есть после 12. Как я написал в колонке главного редактора, нет ничего более пугающего и притягательного, чем ночь. С раннего детства нам хочется набраться смелости, открыть дверь и шагнуть во тьму. И я приглашаю вас сделать этот шаг вместе с нами и с новым номером журнала «Чтиво». В 1999 году открылся новый флагманский магазин в Нью-Йорке на 5-й авеню. У него был стеклянный фасад, а планировка больше всего напоминала дорогой универмаг. Это отпугнуло последних старых клиентов. Они жаловались, что Brooks Brothers теперь не отличаются от более дешевых конкурентов типа J. Crew и толкают под видом исторического наследия дешевые малазийские рубашки. Самое печальное, что прибыль все эти меры так и не увеличили. В 2001 году Маркс и Спенсер собрались продавать Brooks Brothers итальянской корпорации. По странному совпадению сделку должны были закрыть 12 сентября 2001 года. Но после теракта 11 сентября сначала стало не до нее, а потом случился экономический кризис. В итоге британцам пришлось продать Brooks за 225 миллионов, в 3 раза дешевле, чем покупали. Новый владелец Клаудио Дель Веккио, сын миллиардера Леонардо Дель Веккио, попытался вернуть компанию к корням, вспомнить, по его собственному выражению, о тех, кого Brooks одевают 5 дней в неделю, о мужчинах в костюмах. Дель Веккио пошел на риск, увеличив цены, улучшив материалы и вернув как опцию индивидуальный пошив. В 2006 году в Brooks был приглашен знаменитый дизайнер Том Браун, создавший премиальную линию одежды Black Fleece. Параллельно итальянцы решили вывести Brooks на европейские и латиноамериканские рынки. Первый европейский магазин открылся в Милане. С ним, кстати, помогал скандальный итальянский бизнесмен Диего де Лавалле, владелец футбольного клуба «Фиорентина». В 2005-м открылся магазин в Лондоне, в 2006-м в Париже, в 2013-м в Москве. В 2015-м у Brooks было 210 магазинов в США и еще 70 в 45 странах на всех континентах, кроме Африки. Первый африканский магазин Brooks открыли в 2018 году. Вторым ключевым преимуществом Brooks после огромной розничной сети оставалась репутация. Джимми Картер и Рональд Рейган не любили бренд, а вот следующие президенты вернулись к традициям. Как и Линкольн когда-то, Барак Обама надел на свою инаугурацию черное пальто Brooks Brothers. В 2017 году то же самое сделал и Дональд Трамп, хотя в остальных случаях он предпочитает одеваться у итальянских портных. Кроме президентов, Brooks любили Леброн Джеймс, Леди Гага и Джастин Тимберлейк. В кино костюмы бренда носили Бен Аффлек, Джордж Клуни и Алек Болдуин. Вершиной кинематографического успеха Brooks Brothers стало создание в 2013 году 500 мужских костюмов для фильма «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В том же году логотип Brooks появился на форме миланского Интера. В 2018-м бренд торжественно отметил 200-летний юбилей показом в древнем зале 500 во Флоренции. Все это выглядело как триумф, но реально не решило ни одной проблемы компании. Доходы не росли, долги не уменьшались. В конце концов, Brooks пришлось закрыть сначала часть своих магазинов в Нью-Йорке, а потом свои американские производства. В спину дышали более демократичные конкуренты. Ну а потом случился ковид. И вот этого старейший американский бренд уже не выдержал. На работу в офис больше никто не ходил. Все сидели в трусах перед зумом. И костюмы, соответственно, тоже больше никто не покупал. В июле 2020-го Brooks Brothers подали заявление о банкротстве. А в сентябре того же года были проданы крупнейшей американской компанией по управлению брендами Authentic Brands Group за $325 миллионов. Новые владельцы в очередной раз попытались оживить легендарную марку. Что будет дальше, в текущей экономической и политической обстановке предсказать тяжело. Быть может, после очередной продажи под историческим брендом начнут выпускать футболки или
домашние тапочки. Но нельзя исключать и обратного, что через 50 или даже 100 лет очередной президент США на своей инаугурации появится в традиционном пальто от Brooks Brothers. Друзья, у нас продолжается конкурс для подписчиков канала Чтиво. Сегодня довольно простой вопрос. А у вас были вещи Brooks Brothers? И как вы их добыли? Из всех историй в комментариях мы выберем одну, и ее автор получит эксклюзивный подарок, доступный только для победителей конкурса – подписку на журнал Чтиво.